Воу-воу-воу, полегче, ребятушки, всем привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня мы рассмотрим долгожданное обновление. Выйдет у нас Хуи, вот выйдут у нас новые прикольные предметы, которые нам помогут. Ну, а вы не забудьте подписываться, ставьте лайки, спасибо вам за поддержку, хорошего вам настроения. Вот, дождался наконец-то своего Хуи любимого. Что у нас по способности? Быстро пробежимся, не будем затягивать ролик. Вот, что у нас? Если получаешь критический удар или теряешь более 20% здоровья за один раз, активируется поцелуй солнца. Оу май. Активные способности восстанавливаются на 2 секунды быстрее. То есть это наша такая будет пассивочка. Дальше, наш любимый рикошет. Как он выглядит? Давайте посмотрим. Потому что у нас прям уже там так прям серьезно красивая огненная стрелка. В маленьких проходах мы можем делать большой рикошет, допустим, вот такой. Туф-туф-туф-туф. Блин, ну прикольно, по внешке стало куда такое, мне кажется, солнечный, прям огонь есть огонь. Вот, что у нас второе? Метка. Что другие способности применяли дополнительные эффекты? Если сила выше, чем интеллект, враги получают дополнительный физический урон. Рикошет оглушает, боевая нырялка отбрасывает, пронзающее солнце сильнее замедляет. То бишь мы ставим метку. Вот так вот пометили нитку. И вот так можем ее спокойно, в принципе, как и было раньше, расстреливать. Класс? Класс. Супер. Вот, дальше, по поводу рикошета забыл пропустить, смотрите, выпускает стрел, который рикошетит от стен, урон увеличится с каждым рикошет, то бишь, если вы делаете больше вот такие, типа, как повороты, будет сильнее урон. Ну, в принципе, думаю, все это знают. Троечка, ребятушка, троечка у нас изменилась, у нас теперь вот такой полет. Нормальный, настоящий, реалистичный, более что все-таки мы взлетаем, немножко летим, и потом можно, в принципе, прыгать на нашего злодея. Выбери точки, упасть, нанося 356 силы, отмеченные враги отбрас. То бишь, когда у вас будет стоять метка, допустим, вот так вот, вы хотите прыгнуть, он будет немножко отбрасываться. Класс? Класс. Вот, дальше, ульта. Ульта, кстати, тоже изменилась, теперь стала еще жестче, круче. Знаете почему? потому что во время ульты мы можем еще ставить стеночку, от которой сделан рикошет. Каждый 0,5 сабруш, ну вы поняли. 9 солнц на зону, нанося 173 урона, замедляя врагов. Первое солнце остается как стена, от которой может отскочить рикошет. Как это видеть? Смотрите, теперь у нас есть такая пупырышка. Вот, я думаю, это может типа защищать наших типа друзей. Нет, а это типа как бы стеночка, от которой, видите, мы можем сделать рикошет. Это вообще, мне кажется, must have. Это будет еще жестче, больнее. При том, что эту стеночку вы не можете обойти. То бишь, это, если вот так вот, например, сзади противника ставить, он не может убежать. И это будет колоссальный, мне кажется, дамаг, от которого можно просто уничтожать своих противников. Вот, и, как говорится, прикольненько. Дальше, ребятушки, добавили прикольную активку под названием, даже не активка, реликвию. У нас такое перышко, реликвия ловкости. Рывок в направлении движения, то бишь мы берем, нажимаем ешку и просто прыгаем. Но при этом оно нам что делает? Пассивно ваши снаряды летят на 40% быстрее. Базовые атаки совершают выпад, если враг чуть вне досягаемости. То бишь, когда вы ближе так вот подходите, стреляете, можно вот так хлоп, как бы быстрее его добить, либо уйти от какого-то контроля и так далее. Мне кажется, это забавненько. Дальше, по предметам, ребятушки, смотрите, добавили следующее. Во-первых, добавили вот такую штуку. Сердце Тифона. Это у нас будет вампирик. Кстати, добавили достаточно много вампириков. Он не один такой. Вот, первый у нас будет шипованный резец. Враги, получившие урон от ваших умений, получают стак рваных ран на 5 секунд. То бишь, типа такое понижение. Прям бурление, еще и вампирик. Прикольно. Потом, который я вам показал, сердце Тифона, он каждое убийство миньона или лесного монстра дает 1 заряд. Убийство бога дает 30 помощи и 15. На 30 зарядах призывает монстра Тайфона. Вот это, кстати, очень интересно, поглядите, как оно будет. Поэтому тоже не забываем подписываться, ставьте лайки, пишите обязательно комментарии, вы ждали эту обнову или нет, нравится она вам или нет. Всегда читаю, всегда отвечаю. Заходите к нам в Discord, мы с ребятами тоже играем уже давно в Смайт, везде общаемся, есть свои гайдики, поэтому welcome, ссылочки будут под описанием. Так, дальше. Добавили прожорливый гримуар. 25 лечения от вампиризма сохраняются следующие базовые атаки. Попавший по богу противника как бонусный магический урон. То бишь, это прикольная штука. Тем более, дает максимальное здоровье 150, дает вампирика еще и разум. То бишь, такой магический предметик. Что еще? Что еще? Давайте пробежимся. Где-то там что-то подобавляли.
Вот эту штучку, палец рассвета, дает чисто здоровье, получаешь 55 силы или 75 интеллекта в зависимости от более высокого показателя предметов. За каждого уникального бога, исцеленного лечащим умением, ты получаешь 1 заряд, всего 4 заряда. Следующее умение потратит все заряды, давая 10 дополнительного усиления. Прикольно, но как оно будет применяться, мне кажется, это больше... Все-таки для танков, ну опять же, будем все это дело тестировать. А вот, если наберется много лайков, обязательно сделаю какое-то подробное видео. Так, что еще нам тут добавили наши хайрезики любимые, уважаемые? Добавили какую-то новую. Ступни возрождения. Так, короче... Гейнбарст, короче, дает скорость, хорошую скорость, то бишь вы можете спокойно убегать 35%, ZDK 10% и, короче, снижает еще как бы колдаун. Прикольно, прикольно. Дальше, талисман сердце дерева, боже. Короче, много итемов на здоровье, а клинки и как это здоровье резать мы не знаем. Тоже такая чушь. Добавляет 400 здоровья, 250 маны и 10% перезарядки. Так, нам где перезарядка, это всегда хорошо. Обилки 20%, снижает колдаун, reduce this items тоже на 10%. Актив, то бишь это активная способность, дает какой-то хил, 50% снижения дамага. Блин, прикольно. Ну тоже, ребят, надо это все дело тестировать. Так, честно, не скажу, что оно к чему. Дальше, теневая связь. Тоже какой-то прикольный итем. Физическая защита и вампирик даже дает. Делишь лечение от вампиризма поровну с союзными богами в радиусе 11 метров. То есть вы еще и вампирика можете поделить. То есть вы там стреляете в кого-то это и еще пополняете как бы своему союзнику хп. Прикольный итем. Тоже будем его бегать, смотреть, тестировать. Боже, еще что-то добавили. Кровавый кнут, 25 силы, 30 магдефа и 10 вампирика. В общем, пробежались, мне кажется, по всем итемам. Где-то добавили, видите, для танков, где-то для лучников, где-то для магов. Вот, и везде вампирика, очень много вампирика. Enemies 10, типа на расстоянии 10 метров получаете 2% лайфстила, то бишь вампирика. Physical damage every second, типа при случае физического получения дамага что-то там понижается, повышается. Так, актив колдаун by 5 секунд. Прикольно, прикольно. Ну опять же, еще и активка что дает. Enemies вес 4 метра, 10 максимум health. Короче, пополняете себе хп и снижаете получаемый урон. В принципе, тут тоже все понятно. Вот, прикольно. В целом тоже это дело будем тестировать. Но сейчас давайте отправимся все-таки уже в бой, куда-нибудь пойдем на, как говорится, на троечку, наверное, быстренько, да? Протестируем Хуи, как он в бою, что ему собирать. Ребят, насчет собирать, честно, не подскажу, потому что сейчас настолько билды все разные, поэтому будем уже это сами тестировать. Но по мне кажется, надо все-таки добавлять. Кстати, вот по магазину у нас следующая будет уже... Кто это? Это Нюва, да? Вот, Нювочка, в которой, как обычно, нужно покупать за кучу тысяч миллионов алмазов. Где она? Новый путешественник. Киберудар ворона, вы поняли, да? В общем, вы покупаете, опять же, шпак за 2400 и получаете такие нювы. А тут рамка прикольная. Бля, рамка реально классненькая. Я вообще думал, что это не мизина, это оказалось нюва. Вот, на цвет и вкус. Дальше по обновлению ничего такого сверхъестественного. У нас опять этот сага. Вот, в принципе, подешевле. И по богам, я вижу, тут тоже не так сильно все, что-то, в принципе, ничего не поменялось. Вот, давайте пробежимся все-таки уже на троечку, да, постреляем что да как. Ага, тут нигде нельзя. Понятненько. Ну, давай арена уже хоть что-нибудь. Подожди, а почему нельзя? Они убрали? Временно удален. Ну да, сейчас будет типа продлять, все выключено. Ну так нечестно, у нас только арена. Ну давайте арена, господи, стыдоба, 100 лет не был на арене. Ребят, не забываем подписываться, ставьте лайки, хорошего вам настроения. Вот такой вот, типа, стараюсь раньше всех сделать обзорчик. Надеюсь, вам понравился видос. Пишите комментарии, всегда их читаю. Стараюсь тоже ребятам помочь, что да как. Игра Надя, блин, ну надо еще успеть хуи забрать. Мои хуи. Мне кажется, не дадут. Мне кажется, не дадут. Самая быстрая рука на Диком Западе, и мы победили. Вот. Да, это у нас типа идет бета-тест. А вот официальная будет уже там через несколько дней, поэтому ждем. Подписываемся, следим за новостями, ставим колокольчики, все тот дробудень, который вам типа не надо, ну пусть будет. Правильно, правильно. Вот, и ссылочки под описанием в нашей дискорде, где мы с ребятами общаемся, играем, веселимся. Также у нас другие там есть каналы с ружками, там где тоже разные, поэтому welcome.
Так, берем, я думаю, ability damage, чтобы наша глина, наше все. Тем более у нас от способностей будет все это дело заряжаться. Типа, почему бы и нет. Так, что у нас? Почему я не могу выбрать итем? Алло? Ага, так она работает, да? Вначале не дают ничего покупать. Видите, все с началками пошли. Тоже прикольно. Так, и будем... Что, кстати, а что... почему мы не можем зайти в инвентарь? Не понял прикола. Ну да ладно, может опять какие-то ихние хорезные шалости, ну. Способности не забрали уже, спасибо. Так, мана нам шибко не надо, нам бы добак забрать. Так, конечно, по стилистике, в принципе, хуи без изменений. Такой же, как говорится. Чувачок, да, конечно, он как-то так стал более вальяжно идти, что ли. Вот. Ну, теперь мы наконец-то можем фигачить. Анубисов, всю вот эту. А что с лицом? Ну, как-то некрасиво получилось, что у меня Мулан забрала. Так. И вот такая ульта массивная. Не, ну хуи это, ребят, это просто, ну, посмотрите. Это просто киборг-убийца. Изи-килл, изи-босс. Вот, это боты, да? Походу, это боты. Ну да ладно. Можно? Доступны предметы на базе. Идем на базу. На базу привели предметы. Привели. Так, ага, тут типа как помощь для начинающих неудачников. Ну давайте это возьмем. А можно это отключить? Что-то я не понял. Да, много вот этих всяких настроек, которые они убрали теперь в отдельную, как говорится, копилку. Так, бои способности. Атака по двойному нажатию, без бла-бла-бла. Режим реликвий. Использовать общие настройки. Режим умений бога. Подсветка, бла-бла-бла. Боже, столько всякого дерьма. Самое главное, что надо ставить классику, ребят, потому что кто не знает, тут есть еще экшн-камеры, они подобавляли. Которые, я не знаю, нахрен они срались. Вот, ну и, блин, фигово, что, конечно, я не могу способности сам себе купить. Ну да ладно. Вот, что еще? Ну, что могу сказать? Жестко. Потому что я думал, там что-то с рикошетом сделать. А так, в принципе, ничего не исправили. Еще, как говорится, тройкам у нас больше движений. От ульты можно вообще, мне кажется, не убежать. Теперь вот эти всякие чаки с ультой тоже нам будут, как говорится, вообще по боку. А что с лицом? Как говорится, бегать везде, прыгать, уходить всяких ссылок, так. Поэтому это круто. Найти еще, конечно, опоры точки рикошета. Вот. И будет, мне кажется, вообще песня. Так, цветочки у нас эти, которые добавляют всякие приколы нам, да? Так, ну давайте рейджик возьмем. Я не могу еще взять это. Ага, вот так оно выглядит. Прикольно. Вот, что еще? Прикольно, что у нас полет, типа, у нас теперь еще дальше, мне кажется. Это не просто мы встали, прыгнули и все. Так, надо ловить Анубиса. Блин, ну тройку, ой, единичка очень далеко летит, прикольно. Так, тут что-то ребята дерутся. Поможем. Блин, ну жалко, что они убрали, видите, убрали режимы. Мне кажется, либо сервер перегружен, что мне закинули только на это. О, видите, там рикошет побольше летит. Я меня обманул, вы поняли? Что меня обманываешь? Не, ну так неинтересно. Вот, смотрите. Блин, прикольно, прикольно. Я что-то думал, будет, что, мне кажется, у Руэджа, знаете, рикошет, что там только можно раз-два и все. Нет, можно от стеночек, от всего, чтобы приходило. Вот, здесь прокачиваем наши, как говорится, итемы. Так, что, да, кстати, да, можно гидрочку взять. Гидра прикольно, то, что у нас, смотрите, что там, сила. У нас КД 10%, и самое главное, увеличить урон от ваших, как говорится, способностей и базовых атак. Так. Блин, ну при этом это вот, это как это, мне надо нападать, ставить ульту и еще и кэшет делать. Да ты шо? Не, мощно, мощно, ребят, это реально мощно. Так мощно, что так очень мощно. Да не уходи, малыш. Не, ну так неинтересно, блин. Ботики тут. Ребят, ну мне чисто вам показать, поэтому, если что, там проматывайте. В целом, в принципе, все, что нужно, я рассказал.
Вот поэтому просто подписывайтесь, следите за новостями, заходите к нам в Discord, будем только рады, но не сильно. Так, пацаны, что вы там деретесь? Блин, прикольно, что тут действительно стоят вот эти колонны, от них рикошет очень хороший. То бишь на арене так надо спасать нашего бандито. Бобрито бандито. Развалить Чака. Ну не знаю, по мне Хуи самый такой как-то мобильный лучник, который действительно можно и в криты собрать, и можно его собрать в руку. Точнее, в скиллы. Вот. При этом, смотри, рикошетик. Туф-туф-туф. Ты что, все лицо уже почти отлетело. А вот, тебе еще действительно такая крутая стала ульта, что можно от нее рикошеты, плюс вы можете реально застопить тупо своего злодея. Предлагает нам Теко. Да нет, давайте возьмем Йотуна. Убьем такой полугибридный. Да, по мне кажется, надо брать пару итемов на скилл, чтобы у нас было КД, потому что все-таки мы зависим от наших способностей. Вот, пару критов, скорость атаки и, в принципе... Вот смотрите, видите, я по... А, глянь, а не стал этот... Один вот прыщик. А, он здесь стал. Ну, ладно. Лишь нужно еще привыкнуть к этому тоже. Да, вот так более-менее мы спокойно забиваем. Плюс у нас откатываются скиллы. И можно сваливать. Ну тоже тайминги большие какие-то. По 10 секунд. Ну мне нравится. Потому что я очень ждал давно Хуи, поэтому тут рикошетики можно теперь разгулять. Вот ты шо. Я вот не могу как спрятать. Я так поставил. Ага, вот, типа стенка. И от нее типа еще можно крачить. Бля, а если стенку поставить где-нибудь вот так вот между, типа, чтобы какие-то так ту-ту-ту. Самое главное, что Чак, когда вот так Чак ультует, вы в прыжок прыгнули и пошел ты, как говорится, в Нарнию. Обязательно антихилы всякие. Кулек там пытался ультануть, ну, бывает. Так, что нам тут еще предлагают? Давайте крит возьмем. Что у нас получается там? Получается у нас превосходство настаканное, да? Ярость, гидрочка, йод. Йод он, конечно, может заменить на что-то это, но он босса много дает к этого, КД. Ну и по сути, думаю, можно взять либо вампирик со скоростью какого-нибудь, чтобы у нас можно было и хилиться, и это. Ой, хорошо. Не, рикошеты с этими колоннами это прикольно. Бишь, можно реально накидывать нормально так урона. Так, Чак. Он же вот тот не может, да, двигаться же, потому что ему заблочил это. Бишь, вы можете здесь стать, еще рикошетов накидать. 670, не, это жестко. Жестко. Да, скорости немножко не хватает. Надо какую-то скорость и с вампириком желательно. Тогда будет чики-бомбони. А что у нас есть? Вот бы, конечно, Аси вернули. Она хорошо тоже выключалась. Да, нам, в принципе, предлагают. Но тут без скорости, вот в чем проблема. Давайте попробуем этот шиповый резец Рембо. Вот, враги, получившие урон от ваших умений, получают стак рваных ран. Давайте попробуем. И по сути вот такой вот так полный хороший билд, который даст существенный урон, и мы можем отхиливаться. Сейчас протестируем что да как. Hello, спасаем Улан. Взяли усиление, кидаем ульту. Здесь же рикошет. Блин, у меня слон помешал. Ну что ты за слон? Вот. Слушайте, ну круто. На самом деле прикольно сделали то, что с ультой, это будет очень сильно помогать и выручать. То, что троечка у нас тоже летит хорошо. Рикошеты не обрезали. Ну а это пока. Вот. И действительно очень-очень мощно. Поэтому, ребятушки, не забываем подписываться, ставьте лайки, хорошего настроения. Спасибо, что смотрели, спасибо, что досмотрели. Ну и хорошего вам каток и побед, и берегите себя, пожалуйста. А если не бережете, ну ладно. Вот, ну все, до свидания. Так, пойдем Хуи душить. Кто ты шо, класс. Так, новые предметы получили. Ну вы, конечно, вообще это ни о чем. Что-то интересное придумали. Да ладно. Ой, ну все, уходите, до свидания, спасибо, чао.